Вы вышибаете, у них компьютеры дымятся, они начинают просто, им нужно давать простые фразы. В разговоре где-то адаптироваться к ихнему восприятию. Или с ними не контактите тогда. Это не значит вообще перестать там говорить, но нужно понять, что и сначала идет мысль, сначала идет картинка, сначала идет мыслеформа, а потом идет вербалистика. Тогда они будут делать то, что мы думаем. Очень хорошо, когда вы на словах выписываете свою мыслеформу. Это то, что вот мы, допустим, на курсе учимся, пишем эссе. Да? Что такое эссе? Это тренировка переводить свою вербалистику, то есть писать заклятие, по сути. А что такое заклятие? Это сжатая форма, вербальная форма, мыслеформы. Умение играться этими словами, переставлять эти слова, комбинировать эти слова в определенное делание, как движение, как выражение мысли. На самом деле, когда наш разум был отключен, и мы делали механические вещи, то есть у нас была механика, как у обыкновенных людей. На самом деле этой механики не было. Почему нас не понимали другие люди? Потому что у нас не было этой до конца механики. Мы делали какие-то механические вещи, мы делали какие-то моменты, которые, были похожи на то, что делали окружающие. Но на самом деле мы всегда были изгоями только потому, что наши мысли опережали определенные события. Вы поймите, что вы сейчас настали на путь того, что вы стали подростком, а вас окружают восьмилетки. Вы, например, 15-16 лет, грубо говоря, да? Вспомните себя 15-16-летними. А вокруг вас семилетки, 7-8 лет. Обычный человек именно так и жил, в таком понимании. То есть вы выросли на порядок, а они остались детьми. Это дети. Это не значит, что их надо гладить по головке, потому что они начнут шкодничать или еще что. Может быть, пример немножко нелепый, но мы должны научиться им доносить то, что мы понимаем. Потому что мы будем изгоями тем более. Вот этот момент, который следует учитывать при рассмотрении. Во-первых, смотрите, мы начинаем получать новые знания, потому что мы исследуем себя, мы размышляем над этими знаниями. Второе, у нас, когда ушли обвинения себя в неправильности действия прошлого, и вместо страха появилась какая-то определенная внутренняя ярость, мы стали счастливее. Мы стали радостные, жизнерадостные, мы по-другому смотрим на жизнь, у нас нету печальки, мы можем взгрустнуть, но мы уже не паримся прошлым или страхами будущего. Мы понимаем, что у нас есть перспектива изменить себя и изменить то, что вокруг нас. То есть появляется вунью, радость, новое знание, ансус, мы получаем знания, притом знания мы получаем только подумал, у меня вопрос, тут же приходит ответ через какие-то ситуации, обстоятельства, или статья, или кино, или еще что-то. Почему? Потому что мы убрали туман, иллюзии, у нас все резко, у нас все четко получается. Мы готовы меняться дальше, потому что нам это становится в кайф. Мы начинаем ощущать этот кайф изменений, трансформации, преобразований, проработку над собой, взгляд на многие вещи совершенно другими глазами.
Это приводит к определенным результатам. Мы когда видим результаты, мы ликуем. Мы ликуем, мы видим результаты. Мы сами начинаем замечать те результаты, которые мы делаем. Я уже молчу про других, потому что другие начинают тянуться к нам. Они удивляются, что за перемены с тобой происходят. Ты была обыкновенная, тут какая-то необыкновенная. Может, они не говорят вслух, но они об этом думают. Следующий момент. У нас появляется больше энергии. Раньше мы такие были унылое говно, которое тихонечко плывет домой, уставшее и забитое. А сейчас у нас есть энергия. Не для каких-то там вещей, которые привыкли, куда тратит основная масса энергию. А у нас остается энергия. Это о чем говорит? Потому что мы энергию, которую мы тратили на страхи, на обвинение себя в неудавшейся жизни, на то, что мы пытаемся жить так, как прежние. Мы просто новые. У нас освободилось больше энергии. Она перекрывает полный расход жизненной энергии. И у нас появляется еще дополнительная энергия. Откуда эта энергия? Потому что это энергия, которая не забирает жизненный ресурс. Энергия, которая за пределами жизненного ресурса. И с каждым разом мы высвобождаем все новую и новую энергию. Энергию жизнедеятельности. Это не значит, что мы физически скачем там и как новые. Но это очень здорово влияет на наше восприятие. Наша память становится более мощной, мы запоминаем намного больше. Самое интересное другое, то что мы уже не можем смотреть фильмы старые фильмы, где сюжет тянется очень долго. Вы замечали, что вы уже не можете смотреть фильмы даже вот 10 лет назад выпущенные, вот, будем говорить, 2010-го, даже 2015-го, ну 15-го еще так себе, но вот эта жвачка вас раздражает. Вы как бы этот фильм уже посмотрели, вы знаете, чем он закончится. Вы даже знаете, что скажет этот герой или как сделает этот герой. Правда удивительно? Ваше мышление стало быстрым. Вы уже информацию перерабатываете в 2 раза больше. У вас обострилась память, вы лучше запоминаете. Притом память больше ассоциативная, не в плане стихов, не в плане каких-то там вещей. Хотя если нужно, то вы и стихи очень быстро запомните. Вы не ставите просто это целью. Но вы больше объем информации пропускаете через себя. Помните, даже на курсе, когда вы первое видео смотрели, вас вырубало. А сейчас, особенно те, кто на 2-м курсе, поглощаете тоннами пачку информации. Там бы достаточно было вот этих вот 12 видео на 2-м курсе по квантовой физике. Вы бы посмотрели половину видео и все, и спали бы сутки. Сейчас вы просматриваете половину видео. 6 роликов о квантовой физике. Мало того, пишите такие эссе, что я сам херею. О чем это говорит? Изменился ментал, изменилось восприятие. Аналитически вы стали работать намного быстрее. Ваш ум. Вы пропускаете объемы информации. А теперь представьте, когда ваш процессор загружен по максимуму, и это не предел, я хочу заметить. Предела нету. Вы дальше развиваетесь. То представляете, какую вы создаете поле вокруг себя. Неудивительно, что у вас летит техника. То мне одна жалуется, компьютер сгорел,
то там телефон вылетел из строя, то зарядка, нагревается телефон что-то быстро, то техника, стиральная машина сгорела. Если вас померить прибором, стрелка бы ложилась бы на максимум. Просто прибора нету излучений. Относительно идей, смиритесь с тем, что ваши идеи кто-то будет якобы воровать. Почему? Начни думайте эту идею. Управляйте, учитесь этим управлять. А этим можно управлять. У вас появилась идея, и тут ваш рядом сидящий за столом, например, какой-то партнер выдает эту идею. Я ж никому не рассказывала. Я ж нигде не показывала. Это у меня вообще в мыслях только эта идея. Но вы эту идею думаете? Думаете. Вы его накрыли этим полем. Он эту идею, она ему снится начинает. Понимаете? Вы внушаете ему идею. Пользуйтесь этим, ведьмы милые. Всего лишь навсего на том моменте, когда вы вошли, избавились частично от страха, потому что полностью избавиться от страхов невозможно. Все равно туман иногда находит. Какие-то воспоминания, где вы начинаете себя обвинять, все равно накрывает. Вы периодически с этим справляетесь. Но тем не менее, вы просто накрываете людей вокруг себя. Так работает внушение. И это не какое-то чудо, это не какое-то там, это нормально. И это можно развивать дальше. И у вас это постепенно на уровне энергетики развивается. Но оно развивается спонтанно, или вы это развиваете, или вы это экспериментируете. А ведь каждый раз, когда вы экспериментируете, когда вы это делаете, что происходит? Вы отрабатываете схему определенных нейронных связей, энергетических связей своего поля, которое уже начинает слушаться с меньшей затратой энергии. Вот почему, условно называя четвертым шагом, это умение, это навык, тренировка, думать то, что вы думаете, думать, что вы говорите. Вы уже не имеете права думать херню, потому что эта херня притянется к вам. Это способность ума, вы поймите, это определенная способность ума, когда вы начинаете думать быстрее, вы начинаете анализировать быстрее, у вас идет сильнее, мощнее поток информации, а ведь привычка говорить у вас осталась прежняя, вы ее где-то пока не тренируете, пока вы ее не отработаете вербальность, а это надо тренировать, ассоциативность. С развитием быстроты вашего ума. Если вы не будете